В 2012 году я посетил онкологическую детскую клинику в Астане. И это не оставило меня равнодушным. После этого я молился за детей, которые там находились, молился за всех одинаково, с одинаковой верой. Молился одними и теми же словами, одними и теми же обетованиями. А затем через время я слышал, что кто-то из этих детей пошел на поправку, а кто-то умер. Некоторые выжили, а некоторые, к сожалению, нет. И я до сих пор не могу себе объяснить, почему. Я записываю это видео не для того, чтобы дать тебе ответ, потому что у меня нет этого ответа. Я просто хочу поговорить о том, что делать, когда ты молился, верил, стоял, а человек все равно умер. А еще о фразе, которую в такие моменты говорят чаще всего. Самой жестокой фразе, которую только можно сказать человеку, который потерял сейчас близкого. Значит, веры не хватило. Оставайтесь до конца. В середине я расскажу об одном пасторе, которого я очень уважал и любил. И в самом конце поделюсь тем, что же я все-таки понял за эти годы. Ее звали Лиза Грачева. Ей было всего 2 года. И у нее врачи обнаружили онкологию, рак крови. Я хочу назвать ее имя вслух, потому что мне важно, чтобы ее помнили. Однажды я просто услышал об этой девочке, и Бог вложил в сердце желание помочь. Я не представлял, как я могу это сделать. Молился и просто услышал какие-то конкретные шаги, которые нужно начать делать. Мы стали собирать деньги на ее лечение. И знаешь, что началось? Просто стали происходить какие-то вещи, которые иначе как чудом невозможно назвать. Мы решили делать большой благотворительный концерт, но для нашего города такое мероприятие – это просто что-то практически нереальное. Но музыканты согласились принять участие, и тут дело осталось за самым небольшим. Найти зал, оборудование, пригласить каких-то известных людей, чтобы привлечь больше внимания. И знаете что? Бог стал совершать чудеса одно за другим. Нам нужен был зал, большой зал в центре города. Вы можете просто представить себе, сколько это может стоить, но Бог дал нам этот зал бесплатно. Нужна была аппаратура, свет, звук. Нам дали это бесплатно. Нужна была реклама, и люди делали ее бесплатно, своими руками, своим временем. Разрабатывали дизайны, ходили, расклеивали афиши по городу. Размещали рекламу на телевидении, на радио. Известные музыканты записывали видеообращения просто потому, что услышали про Лизу и просто потому, что Бог чудом дал выйти напрямую на Сергея Галанина, лидера группы «Серьга». Группа «Маша и Медведи» прилетели и выступили на этом концерте бесплатно. С маленьким ребенком на руках после мероприятия, на котором они выступали в Москве, они сели на самолет и прилетели, чтобы на следующий день попытаться спасти маленькую жизнь. Одна семья, она оплатила их перелет, они пожелали остаться инкогнито, но они просто взяли и оплатили перелет всей группы. В это время подключились мои друзья, знакомые, незнакомые люди, православные священники. И вы понимаете, это был тот момент, когда никто не спрашивал, кто какой конфессии. Протестанты, православные, католики, музыканты,
верующие, неверующие, все встали вместе ради одного ребенка. И это редко можно увидеть на самом деле. Молились церкви, молились тысячи людей, молился целый город, вся страна. Все складывалось одно за другим. Каждый день мы видели знак от Бога, еще один знак. Мы понимали, что Бог ведет, Он отвечает. Мы верили, что Лиза будет исцелена. Мы не просто надеялись, мы верили, потому что как можно было не верить, когда Бог настолько явно двигал людьми, когда каждый день мы видели какие-то чудеса, когда какие-то двери открывались. Но потом Лиза умерла. И вот здесь, я думаю, начинается самый честный разговор из всех, которые я когда-либо вел на этом канале. Потому что тут нельзя сказать «мало верили». Верил целый город, страна, верили люди из разных уголков мира. Нельзя сказать, что Бог молчал, потому что Бог, очевидно, отвечал каждый день, на каждом шагу. Нельзя сказать, что не было знаков, потому что знаки были везде, они просто были повсюду. Бог не молчал. Он просто не сделал то единственное, о чем мы его просили. После этого некоторые люди сломались. Я видел тех, кто перестал верить вообще. Кто-то стал говорить, что Бог несправедлив, кто-то, что Бог жесток, кто-то просто замолчал и больше не появлялся в церкви. И я могу понять этих людей. Но в то же время была другая сторона. После ее ухода в Астане начали подниматься благотворительные фонды. Люди, которые никогда до этого никому не помогали, начали помогать. Дети, которые были обречены, стали получать шанс. И мне важно правильно сейчас сказать одну вещь. Я не говорю, что Лиза умерла ради этого. Я не верю в такого Бога, который убивает 2-летнего ребенка, чтобы получить хороший результат. Потому что тогда это просто не Бог, а какое-то чудовище. Я говорю совсем о другом. Я говорю о том, что Бог не дал этой смерти остаться бессмысленной. А это совершенно разные вещи. Я в своей жизни был знаком с одним прекрасным пастором, которого я очень уважал. И даже, скажу больше, я его любил. Потому что это был очень светлый, очень добрый и отзывчивый человек. Пастор Николай. И у него также нашли рак, но он был один из тех, кто верил в исцеление по-настоящему. И он отказался от лечения, потому что он верил, что Бог его исцелит, верил всем сердцем. Он ездил на какие-то конференции исцеления к каким-то проповедникам и служителям, которые просто молились за исцеление. Верил до самого конца, не оставлял надежду. Он просто отказывался верить в то, что Бог не способен его исцелить. Но, к сожалению, он умер. И я хочу, чтобы ты меня правильно услышал. Я сейчас не осуждаю его решение. Я его уважаю, потому что Бог дал каждому человеку свободу выбора, свободную волю. И мы должны уважать волю человека, даже если мы с ней не согласны. Это была его вера, его жизнь. И я скажу честно, что я думаю, что лучше было бы обратиться к врачам. Это мое мнение. Но это мое мнение, а решение было его. И я хочу поговорить про учение, которое подвело его к этому. Есть в христианстве такая идея: если ты веришь, то ты уже исцелен.
А если ты идешь к врачу или пьешь таблетки, значит, у тебя не хватает веры. Значит, ты своими руками отменяешь Божьи обещания об исцелении. И вот об этом я хочу сказать прямо. Это не является библейским учением. Откройте первое послание к Тимофею, 5 главу, 23 стих. Апостол Павел пишет своему любимому ученику: «Не пей больше воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Вы понимаете, что произошло? Тимофей – правая рука апостола Павла. Павел – человек, через которого Бог исцелял так, что даже платки с его тела относили больным. И вот этот Павел, он не говорит Тимофею «исцелись верой». Он дает ему медицинский совет. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 20 стих. Тут просто одна короткая фраза. «Трофима же я оставил больного». Оставил больного. Не исцелил. Своего друга, своего соработника он просто оставил и поехал дальше. Послание к филиппийцам, 2 глава. Епафродит был болен при смерти, и Павел пишет: «Но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Вы слышите? Павел прямо признается: я чуть не потерял его, и мне было бы очень больно. Никакого «я просто помолился» и все. Павел переживал, как обычный человек. И самое главное, второе послание к Коринфянам, 12 глава. У самого Павла было то, что он называет жалом во плоти. И он пишет: «Трижды молил я Господа о том, чтобы Он удалил его от меня». Вы понимаете, апостол Павел трижды молил, но что он получил в ответ? «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Это был отказ, прямой отказ на прямую просьбу. Так вот вопрос. Если Павел не был исцелен, откуда взялось учение, что виноват твой уровень веры? Что ты недостаточно верил, что ты можешь исцелиться, и поэтому ты не получил это исцеление? Давайте посмотрим, что говорит сама Библия. Не какие-то проповедники, а именно Библия. Деяния, 12 глава. Ирод берет 2 апостолов. Иакова он убивает мечом, Петра сажает в тюрьму. И ночью приходит ангел, цепи спадают, двери открываются сами, и Петр выходит на свободу. Одна церковь, одни и те же люди молились. Один и тот же Бог. Но один апостол умер, а второй получил освобождение. И Библия не дает объяснения, почему. Просто ставит эти 2 события рядом в одной главе и идет дальше. Вторая книга Царств, 12 глава. У Давида умирает его сын. Давид 7 дней постился, лежал на земле, не ел, а ребенок все равно умирает. И Давид встает, поднимается, умывается и идет есть. Его слуги просто в шоке, они спрашивают: что ты делаешь? А он отвечает: пока дитя было живо, я постился, ибо думал, что, кто знает, может быть, Господь помилует меня. А теперь оно умерло. Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Он не сказал, что он зря молился. Он не сказал, что веры не хватило. Он просто принял то, что Бог не сделал того, о чем он просил. И при этом он остался с Богом. И самое сильное место во всей Библии на эту тему – это послание к евреям, 11 глава. Это глава веры. И обычно ее цитируют только наполовину. И вот она, первая половина. «Верой вы побеждали царство, заграждали уста львов, угашали силу огня, получали умерших своих воскресшими». И эту часть все знают, ее любят цитировать. Но дальше в той же главе про тех же самых героев веры написано так. «Иные же замучены были, не приняв освобождения. Другие испытали поругание и побои, узы и темницу, были побиваемы камнями,
перепиливаемы и умирали от меча. И финал. И все сии свидетельствами веры не получили обещанного. Вы слышите? Это страшная фраза. Они не получили обещанного. И это написано прямым текстом. И эта фраза, она звучит в главе про веру. То есть Библия честно говорит, что вера иногда выглядит как воскресший ребенок, а иногда как человек, которого замучили. И то, и другое – это вера, и то, и другое одинаково засчитывается. И еще одно самое важное. Евангелие от Иоанна, 9 глава. Ученики видят слепого от рождения и спрашивают Иисуса: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Просто обратите внимание на этот вопрос. Это как раз тот самый вопрос, который до сих пор задают многие в церквях. Кто виноват? За что? Что не так с этим человеком? Он согрешил, может быть, его родные согрешили. И Иисус отвечает: не согрешил ни он, ни родители его. Он вообще отказывается искать виноватого. Он выбивает эту логику из-под ног этих людей. Потому что когда тебе говорят, значит, был грех, значит, не хватило веры, значит, ты что-то сделал не так, знай, что этот вопрос уже задавали Иисусу лично. И он на него ответил категорично: нет. Я не верю, что Бог хочет, чтобы люди умирали. И тем более дети. Я просто в это не верю. И Библия нас так не учит. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 26 стих. «Последний же враг истребится, и враг этот смерть». Враг. Вы слышите? Не инструмент, не какой-то педагогический метод, не Божий план, а именно враг, который будет уничтожен. Бог стоит на твоей стороне против смерти. Он не на стороне смерти против тебя. И вот момент, который для меня все меняет. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Запомните это. Умер Лазарь. Иисус приходит к его могиле. Он знает, что через несколько минут он воскресит его. Он знает это точно. Он планирует это. И самый короткий стих во всей Библии. Иисус прослезился. Он плакал, зная, что сейчас все закончится хорошо. Но он все равно плакал. Он не сказал Марии: не плачь, у меня все под контролем. Он не сказал: это для славы Божией, потерпи. Он просто плакал вместе с ней. Вот кто такой Бог. Он не стоит над твоим горем и не объясняет тебе смысла. Он стоит рядом и плачет с тобой. И еще вспомните Гефсиманский сад. Иисус, Сын Божий, стопроцентный Бог и стопроцентный человек, молится: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Он просил, чтобы это прошло мимо, и ответ был нет. Понимаете, что это значит? Нет от Бога – это не признак того, что тебя отвергли. Иисус получил «нет». Самый любимый его сын получил ответ «нет». А это значит, что отказ и отвержение – это не одно и то же. Если рядом с тобой человек, который только что кого-то похоронил, не говори ему на все воля Божья. Бог забирает лучших, значит, так надо было, значит, веры не хватило. Или Бог взял его к себе, потому что ему нужен был ангел. Эти слова не помогают. Они в какой-то степени даже добивают. Посмотрите на книгу Иова. К нему пришли 3 друга. И знаешь, что они сделали в самом начале? Они сели рядом с ним на землю и молчали 7 дней и 7 ночей. Ни единого слова. И это было единственное правильное, что они сделали за всю книгу. Все сломалось, когда они начали пытаться ему объяснить. Когда они стали строчить теории, почему с ним это случилось. А в самом конце Бог обращается к ним и говорит, что гнев его на них за то, что они говорили о нем не так верно, как Иов, который кричал, спорил и требовал ответа. Вы понимаете парадокс? Богу оказался ближе тот, кто честно кричал от боли,
чем те, кто пытались его красиво защищать. Так что, если не знаешь, что сказать, лучше не говори. Просто сядь рядом и помолчи. Это по-библейски. Я обещал вначале, что расскажу, что понял за эти годы. Так вот, первое. У меня нет ответа на вопрос о справедливости. Просто я не знаю, почему одни дети в том отделении выжили, а другие нет. Я не знаю, почему Лиза умерла, когда молился целый город. И я не знаю, почему Петр вышел из тюрьмы, а Яков был убит. И я больше не буду делать вид, что я знаю. И любой, кто скажет тебе, что у него есть ответ, либо не думал об этом всерьез, либо он никого не хоронил. Второе. Молиться все равно нужно. Прямо сейчас в моей семье болеет близкий человек, и я молюсь, и я верю в чудо. И я буду стоять на этом, я буду продолжать кричать в небо о том, что это уже совершенный факт. Его исцеление – это совершенный факт. И я буду делать это не потому, что это автомат, куда я бросаю веру и получаю это исцеление, а потому что это Отец. А к Отцу приходят с тем, что болит, независимо от того, что Он ответит. И третье, отсутствие ответа – это не отсутствие Бога. Бог был там. Он был в том зале, который нам дали бесплатно. Он был в тех людях, которые прилетели из другой страны ради чужого ребенка. Он был в православных священниках, которые собирали деньги вместе с протестантами. Он был у постели пастора Николая. Он и сейчас здесь, рядом с тобой, если ты смотришь это видео, и у тебя сейчас внутри та же самая рана. Он просто не всегда делает то, о чем мы просим. И это разные вещи. И последнее. Откровение, 21 глава. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Ее не будет. Не будет однажды. Я не знаю, когда это однажды наступит, но я знаю, что вопрос закрыт не тем, что мы найдем объяснение, а он будет закрыт тем, что смерти просто не станет. А пока мы плачем, и Он плачет с нами. Если ты кого-то потерял, молился за него, напиши в комментариях имя этого человека, если хочешь. Или же, если вы сейчас молитесь за чье-то исцеление, также поделитесь именем, мы будем молиться, будем верить, стоять на основании веры. Будем вместе верить в чудо. И если тебе когда-то скажут, что тебе не хватило веры, я хочу, чтобы ты сегодня услышал от меня обратное. Тебе хватило всего. Ты сделал все, что мог. И это не твоя вина. Обнимаю вас. До встречи. Пока-пока.